Все мы знаем, что Amazon затягивает гайки, продавать, да, становится сложнее. Первое, что используют китайцы, они заходят всегда с друг ценой. Он вылетит из рынка на следующий год. $1,5 зарабатывает на вас офигеть какую сумму. Просто 7 раз. Умудрился планировать $30 тысяч, а слить 100. Китайцы, понятно, что они могут убить любого конкурента своей ценой. Каждый год одно и то же. Amazon растет вверх, десятки тысяч продавцов начинают работу и столько же заканчивают. Давайте поговорим о трансформации e-commerce в США и мире. Я пригласил на разговор ребят из команды AMS Pilot. Они занимаются профессиональной настройкой рекламы для Amazon продавцов. Они владеют высокой компетенцией и создали свой софт для PPC на Amazon. Мы поговорим об этом, но больше будем говорить не про рекламу как таковую, а про насмотренность. Я считаю это особенно важным. Тренды, опыт конкурентов, китайцы и, конечно, анализ. Команда AMS Pilot делает глубокий анализ товаров и дает прогноз, что нужно сделать и как, чтобы в течение определенного времени встать в топ-3. Мне показалась эта тема супер интересной, поэтому заваривайте чай и добро пожаловать! Разумеется, ребята подготовили подарок самому внимательному и вовлеченному зрителю. 1 бесплатный анализ товара и стратегии его запуска, а также 5 консультаций. Обычная стоимость услуги анализа $500. Для кого-то из вас бесплатно. Сегодня мы впервые выкладываем на нашем канале видео в формате подкаста. Прошу поддержать лайком и подпиской. Поехали! Привет, ребята! Я очень рад с вами познакомиться и пообщаться лично на темы, которые мы, собственно, согласовали вроде бы, но вопросы не согласовывали, поэтому будем общаться открыто. Если у меня будут какие-то каверзные вопросы, прошу на меня не обижаться. Мы все друг друга вроде бы знаем, все давно в Амазоне, вот, но всегда есть то, до чего бы хочется вот докопаться. Слушай, а скажи, давай поковыряем вот этот вопрос. Надеюсь, вы будете не против, и мы любые вопросы в рамках этого подкаста обсудим честно и откровенно, да? Да, вполне без проблем. Давайте тогда обсудим, вообще поговорим про стратегию продаж на Amazon. Все мы продаем много лет, но интересует ваша экспертиза в 2024 году. Все очень быстро меняется, и в чем, как вам кажется, вот в 2024 году тренды, что такое продажи на Amazon в 2024 году, чем они отличаются, возможно, от 2023 от 2022 года. Ну вот и в общих чертах об этом давайте начнем поговорить. Все мы знаем, что Amazon затягивает гайки, и он их затягивает каждый год. Мы видим эти моменты, да, мы видим, что продавать, да, становится сложнее, и ниши, которые были в 2015, 2016, 2017 годах свободные, и вы могли залетать и, в принципе, на энтузиазме распродавать все стоки, ну, такого сейчас нет. Да? Поэтому для той аудитории, которая только как бы заходит и стартует свой бизнес, да, нужно очень хорошо просчитывать, сколько будет вам приносить этот продукт, через сколько, вообще рентабельно его запускать, или, может быть, это не тот бизнес. Это первый посыл. Для людей, которые уже продают и продают достаточно много, я бы посоветовал построить план на год. Да, вот идеальная точка – это сегодня. Прям вот после того, как прослушаете, да, можете простроить на весь год и трекать ваши показатели месяц к месяцу. То есть план, который был, и факт. Мы часто сталкиваемся у наших клиентов с такими вещами, что люди в конце года просто посмотрели, там денег вот столько или вот столько, планировали столько, базируясь на предыдущем своем опыте, да, который был. А Amazon поднял фи, изменил сториджи, да, и тот оборот, и тот спецсейл, который есть у клиентов, он уже не приводит к тому профиту, который мы запланировали. Иногда бывает, что нам нужно, чтобы сделать то velocity, то есть у селлера есть две задачи. Задача номер раз, да, минимум, это продать тот объем, который есть. Иначе, если он купил, допустим, 30 тысяч на Q4 айтемов,
а продал только 3 очень профитно, то он вылетит из рынка на следующий год. Ну, то есть, если у него еще сезонный товар. Поэтому задача номер 1 – это продать все в том сезоне, ну, то есть accurate, погрешность должна быть там 10-15%, да, плюс-минус. Вторая задача – это как, продав этот объем, сделать его максимально профитным. И здесь важно учитывать вот как раз, сколько вас Amazon будет чаржить и как эффективно работает ваша команда. Поэтому, если резюмировать, это стратегия и сделать прогноз, да, вот этот вот, который есть, его трекать как минимум раз в квартал. Но мы рекомендуем это делать ежемесячно. Если вам потребуется открыть компанию в США, зарегистрировать торговую марку, получить качественные и профессиональные бухгалтерские и юридические услуги для бизнеса, добро пожаловать в iDeal. У нас мощная инфраструктура, личный кабинет клиента, все заказы и общение в одном месте, уведомления о статусе в Telegram и, конечно, персональный Success Manager для каждого клиента. Используйте промокод iDeal, чтобы получить специальную скидку на наши услуги, и запишитесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании. А теперь вернемся к выпуску. Я правильно понимаю, что принципиальное отличие между всем тем... Все прекрасно помнят там какие-нибудь мохнатые 15, 16, 17 года, когда можно было запустить любой товар, и он продавался. И эти товары можно было запускать 3 раза в год, 4 раза в год, хоть каждый месяц можно было запускать новые товары. И из 10 товаров запущенных можно было понимать, что 1-2 все равно выпулят, и как бы все хорошо. Чем все-таки вот критично отличается 2024 год от всех тех предыдущих сладких, так называемых, годов? Это в стратегии или в чем-то еще? Ну, тут, наверное, я скажу, вот математические просчеты, имеется в виду, которые нам нужно производить, для них нужны знания. Если знаний нет, ну, как бы, как их производить, то, соответственно, риск потери денег возрастает. То есть вы образно залетаете в одну из ниш, которая раньше по опыту, да, ну, вы там запускали 10, 2 выстреливало, все, развивали этот успех. То сейчас вы просто в 10, ну, можете не зайти, у вас просто денег не хватит. То есть вам нужно сконцентрировать это усилие лазерно на определенную нишу. А вот вопрос, да, определенной ниши продукта, как же его понять? Потому что определенный замер успеха начинается только тогда, когда вы прошли определенную ступень. То есть вы не можете на первой ступени, будучи там на берегу, да, не попробовав определенные обороты, понять, что тут успех, его можно развивать. То есть как бы получается такой краеугольный камень в плане планирования. То есть вам нужно и спланировать, и еще этот бюджет направить как бы более точечно, потому что эта схема, которую вот мы говорили, там 10 запустили, 2 покатили, погнали, но они уже ушли в небытие. Такого уже практически нету, это только бренды могут себе позволить, но у брендов уже есть проторенная дорожка, они уже знают, как рассчитывать бюджеты, как фокусировать его на какие это продукты, они в одной нише обычно находятся, и там уже все известно, то есть нету неизвестных. А если мы говорим о запуске, например, новых ниш, либо новых продуктов, то все эти просчеты критически важны. То есть если вы их не сделаете, вероятность получить там кассовый разрыв, либо финансовый вообще разрыв для запуска продукта. То есть вы рассчитывали там на, не знаю, на 40 тысяч, вам надо 200. Это проблема. У вас как бы успех начинается только при 200 тысячах, если вы все правильно сделали. Поэтому вот, наверное, такой бы дал я ответ, что не только в планировании, то есть не только в стратегии, как вы конкретно это делаете, а еще и в планировании ваших средств, усилий, потому что то, что мы видим, не все это делают в 2024 году, и часто проблема может быть именно в этом, что не хватает товара, не хватает денег, там зашли не по размерам, там в нишу, которая 1 миллион, а хотим за 100. Да, Вов, давай тогда я немножко поковыряю то, о чем ты говоришь. Если мы говорим про грамотный анализ, да, то есть мы проанализировали нишу, да, мы можем туда зайти, мы проанализировали товар, мы его улучшили, вот эта вот вся история. Что значит, в твоем понимании, планирование и анализ запуска? Когда вот то, о чем ты сказал, подтянем ли мы, в какие сроки мы это подтянем и что нам нужно для этого. То есть если мы отметаем те предыдущие этапы, что мы проанализировали товар, проанализировали нишу и улучшили, там, сделали особое позиционирование, что подразумеваешь ты под своими словами? Да, тут
вот это планирование имеется в виду моем, что вам нужно вот на первом этапе, да, вы целитесь в определенный объем. То есть надо этот объем посчитать, сколько это конкретно штук вы планируете в месяц продавать в дистанции первых 3 месяцев. Вы должны купить вот этот товар, плюс вы должны туда закинуть денег на листинг, на маркетинг, на PPC, на сопутствующие расходы, непредвиденные расходы, компанию, ведение этой компании, бухгалтерию на год, потому что это деньги вы по-любому вам готовы отчетно сдавать. Плюс, когда вы 3 месяца, вот первые 3 месяца у вас товар зашел, вам уже нужно, по сути, через месяц закладывать еще следующие 3 закрывать. Если у вас вот этого планирования не будет, то есть элементарного финансового, ну, как бы шансов мало. Если это мы говорим при условии, что нишу вы выбрали правильно, продукт выбрали правильно, спозиционировали, все у вас как бы кайф. То есть мы техническую часть сейчас опускаем, мы говорим только организационную, потому что получается так, что мы целились, например, там, не знаю, в 500 продаж, а столько есть 500 штук. Ну, типа, нет, ваш в Sales Velocity 150, и все, там закончим. Я могу показать, может быть, да? Как бы мы называем вишенка на торте, да, то есть когда мы делаем аудит и аналитику перед запуском, мы просчитываем юнит-экономику на 8-12 месяцев, да, в нише. Я не буду рассказывать, какая ниша, да, то есть это анонимизированная, да, там информация, но в принципе это делается для любой ниши. То есть у нас есть... То есть что мы обычно делаем? Это анализ всей ниши, да, и потом смотрим, а как ее посчитать. И вот просчеты. Все, что слева, это входные данные, все, что справа, это то, на что мы рассчитываем, да, с вами. В первый месяц товар стоит $195, Cost of goods 55, это реальные все цифры, да, просто мы не понимаем, какой экземпл. 30 referral fee, 21 fulfillment, 3% рефанда мы закладываем, да, и мы планируем в первый месяц продать 15 айтемов, да, органики будет 20%, PPC-шки 80%, CPC 2,3 и PPC-конверсия 1,5. Эти вещи мы берем либо из бренд-аналитики, да, или из нашего опыта, либо, если нужно, вскрываем конкурента. То есть есть такое... Вскрываем конкурентов, это некими серыми методами, когда есть инсайдеры, да? Да. Да. Смотри, вот здесь у тебя абсолютно, то есть это финансовое планирование любого бизнеса и то, как это должно быть задумано. Я хочу немножко откатиться назад. В интернете очень много слов о том, что давай запустим Amazon бизнес за $5000. Это работало, я знаю реальные случаи, когда это работало там в 2016 году. В 2016 году, да. Прекрасно работало за 5 и за 10 тысяч долларов. Мы все были свидетелями этих событий. Сейчас это не просто не работает, это, я считаю, инфо-цыганство и преступление обещать людям, что они запустят бизнес за 5-10 тысяч долларов. Вот по вашей оценке, так как вы этим занимаетесь, вы видите это постоянно. Один PL, в зависимости от ниши, понятно, что нужно делать погрешность на БАДы, это там 200, я бы сказал, наверное, тысяч плюс, да, один PL запустить в этой нише. Но в среднем есть какая-то температура по больнице, с какой суммой и инвестору есть смысл заходить в какую-либо нишу в принципе, и это не прописано. Да. Я расскажу. Я даже в 2016 году умудрился планировать $30 тысяч, а слить 100. Я зашел в нишу аксессуаров для Apple техники, и там жесткая заруба с китайцами, и вот было прям так. Поэтому я еще тогда заподозрил, что что-то не так с вот этими 5000. Но после этого мы запустили 2 продукта, и действительно там 10 тысяч как бы хватало на запуск, и все летело без рекламы и так далее. Если усреднить, да, то есть понятное дело, что есть разные ниши. Но сейчас без рекламы невозможно, я правильно понимаю? Сейчас нет. Сейчас без рекламы невозможно. Либо внешний трафик, либо реклама. Мы видим, что некоторые китайцы работают без рекламы, но они работают с внешним трафиком. То есть и здесь, я бы сказал, Европа, да, и вот такие рынки, да, поменьше, не Штаты, это 30-50 тысяч долларов, да, это запуск с товаром. Понятное дело, товар может быть как этот, новый PL. Да, одного PL. Да. В Штатах
это X5, может быть, X3, да. То 90, есть, 50. ну, я бы заходил с одним PL и рассчитывал, что у меня должно лежать минимум 100-150. Такие ниши, как БАДы, да, там, может быть, 250-400 тысяч, да, смотря в какие БАДы мы заходим. Вот мы сейчас запускаем БАДы для собак, да, это чуть-чуть полегче БАДы. А если БАДы для людей, да, то там, ну, заруба прям очень большая. Почему такая заруба? Потому что люди, им без разницы, почем они покупают клиента. Они рассчитывают на LTV этого клиента. Электроника, да, вы можете рассчитывать на $500 000, но если вы заходите как бы в нишу с себестоимостью товара там $50, да, то вам нужно 3000 стока минимум, да, там, чтобы раскрутиться. И там может быть 1,5 миллиона запуск одного PL. Ну, у вас несколько как бы там товаров, но вы можете рассчитывать на $500 000 и зайти и прогореть, да, там. Давай для людей, вот. которые не понимают, что, откуда берется эти 500 000, давай, может быть, прям вот на пальцах разложим какие-то базовые вещи, на что нужно ориентироваться. Я правильно понимаю, это 2 закупа, то есть это первый и второй закуп? Да. На первый ну, расскажи, как вы рассчитываете, откуда у тебя взялась вот эта вот сумма в условную там 500 000? Давайте я тут, наверное, добавлю. Вот, давай. допустим, у вас есть, вы стартуете, да, у вас есть ниша топ, среднячок и начальная стадия, там первая ступенька. Вы хотите, например, дойти до там 300 отзывов, вам нужно вычленить бюджет на отзывы, которые вы, вот просто вы раздадите, например, 100 единиц. 100 единиц вам стоит, например, ну давайте возьмем товар $10, к примеру. То есть 100 единиц плюс referral fee, плюс вот это все вам там будет стоить, оно там, ну пускай 20, да, вот 100 раздач вы сделали на 20, получили там, сколько это, 2000, да, это чистая потеря, которую вы невозвратно сделали. Плюс и получили 20 например, да, и вы получили только 20. Вам нужно дойти там до 30, до 300, да, то есть вы этот constantly repayment payment добавляете на дистанции там 3-5 месяцев, то есть чтобы у вас был рейтинг, у вас был определенный буст, и вы как бы растете вот в эти 300 отзывов. Вы можете расти это органически, но тогда ваши показатели минуса, например, в рекламе будут намного больше, чем вы можете инвестировать в отзывы. То есть это тоже такое может быть, и тут надо посчитать. Плюс ко всему этому, если мы вот берем 300 отзывов, да, к примеру, взяли, окей, это первая ступень, куда мы хотим дойти. То есть нам нужен определенный sales velocity. То есть мы подразумеваем, например, что мы хотим продавать 500 штук. То есть 500 штук на 3 месяца, это у меня столько должно быть 1500 на 10, соответственно, это 15 тысяч только в стоке. Но надо понимать, что этот сток, который вы будете продавать 3 месяца, у вас денежка на следующий сток 3 месяца тут тоже должна лежать, потому что то, что вы продадете первый, это, дай бог, вы вернете свои вложенные. Но, скорее всего, это будет суперудачное стечение обстоятельств. То есть вы должны понимать, что на эти 15, которые вы просто в сток вкидываете, вы не рассчитываете. У вас еще должно быть 15, которые вы закажете третий месяц. Скорее всего, с этих 15 вы должны посчитать, сколько вы потеряете. То есть, соответственно, вы там потеряете, например, 10 за 3 месяца. То есть, останется 5. То есть, 15 плюс 15. Секундочку, я немножко потерялся. $10, если условный товар, то мы закладываем там 1500 на 3 месяца и плюс еще 1500. Это получается уже $30 000, которые мы должны заложить в сам товар. Только в товар. Сам товар. Плюс вы же должны понимать, что первые 3 месяца вы будете продавать, но вы денег там вернете 5. И потом пройдут 3 месяца, следующие начнутся, которые вам еще раз нужно сделать заказ. То есть это еще плюсуем 15 тысяч. То есть денег пока вы не видели. Вот я вам расписал на 9 месяцев, денег нет. Денег вернулось, типа вот мы определили 5. 3 копейки. Плюс, да, то есть вернулось, вот оно, поняли, оно вкидывается все в оборот, оно вкидывается, оно едет, везется, вам же продавать надо, листинг как бы прокачивать надо, плюс погнали, считаем отзывы, потерю, считаем потерю, которую вы будете генерить, ну, после там первых 2 месяцев вы поймете, какая у вас будет потеря генериться, ваш бизнес будет генерить, исходя из того, что запуск, и вам тоже эти денежки придется докидывать, ну, то есть не обязательно вы будете себестоимость скидывать, и вы будете с себестоимости докладывать, возможно, это будут внешние издержки. Ну, окей, мы тут возьмем там вайны, ревью, еще, ну, возможно, внешний трафик будет, не будет, но вот уже 45, 5 мы, то есть 10 мы уже там точно потеряли, ну, еще дополнительно. Ну, вот 55-60, это вы закрываете только первую ступень. Мы взяли, вы поняли, не топ,
не средняк, а мы взяли первую ступень. А если вы целите сразу в среднюю ступень, у вас sales velocity составляет, сколько мы, 500 говорит, там 1500, умножайте на 3. То есть у вас 50 умножается на 3, 150. И агрессия потери, как бы при агрессивной, у вас потеря может быть больше за счет этого как бизнеса. Ну и как следствие больше рисков может быть. Но потом можно быстрее к цели прийти. Мы сюда не вложили расходы на внешний трафик, если вы хотите этим заниматься. Мы сюда не вложили расходы на аккаунтинг, на таксы, на разные организационные вопросы. И это все как бы дополнительно. Поэтому, Да, ребятки, Amazon бизнес — это серьезное занятие, это не для... Знаете, я не буду сейчас называть этих людей по имени, но я посещал много разных мероприятий в сфере Amazon бизнеса в Соединенных Штатах Америки, выставки, ну, и, то есть там презентации и так далее. И очень много приходит инфо-цыган, которые говорят: слушайте, вот мы сейчас вам слушайте, а чем вы занимаетесь? О, вы мама, которая находится с детьми в декретном отпуске, давайте вы запустите бизнес на Amazon, я вас сейчас научу. Ну, то есть, вот это вот абсолютно не про это история, как мне кажется, и это просто преступление, да, об этом говорить. Тут я могу сказать одно, да, то есть, безусловно, какие-то эксепшены, да, которые там за 10 тысяч долларов какой-то зашел товар, какую-то очень узкую нишу случайно там, но это один, вы поняли, это как бы пытаться на эксепшн натянуть на массовый случай. То есть, если мы возьмем из таких 100 запусков, там из 100, дай бог, будет 0,5 таких успехов, да, то есть из 201. Ну, и это очень узкое попадание, целенаправленно, вот дыра в нише. А если мы возьмем эти 200 запусков, то там такого не будет. И поэтому думать о том, что вам так повезет и на этом строить вашу стратегию, звезды это сойдутся где-то на вашей улице, да? Это утопия, то есть, ну, так не работает. Хорошо, давайте поговорим тогда вообще, как запускаются конкуренты. Возможно, есть какие-то тренды, может быть, у китайцев, может быть, мы же часто слизываем какие-то новые идеи у китайцев, там вот эти уже склейки, по-моему, все от них пришло, да? То есть все вот эти вот печальные истории, это все их. Пакистан, Китай и так далее. Что они сейчас используют по вашему опыту, по вашему видению? Что мы видим? Первое, что используют китайцы, они заходят всегда с дроп-ценой. Они тупо дропают цену, это первая их тактика. То есть, учитывая, что это производители, могут быть либо реселлеры какие-то, вот дроп цены — это очень хороший триггер такой, чтобы Amazon, люди заходят покупать дешевые товары, у вас растет сейл и погнали. Второе, продолжают также клеить отзывы. То есть они себе доклеивают тем или иным способом. Это технически они по-разному это делают. Они не парятся о том, что там им могут снести аккаунт и прочее. Как бы money first, погнали. То есть склеили, дропнули цену, учитывая то, что они могут быть производителями, либо реселлерами, либо они там друзья друзей и так далее, и так далее. Одну пресс-форму по всем заводам таскают и отливают это за 3 копейки. Вот расскажи детали, никто не понимает про пресс-форму. Можешь? Как делать, как это происходит в Китае? Вот есть продукт, например, какой-то, да, есть пресс-форма определенная на каком-то заводе, и ее могут отливать, то есть отливать этот продукт. Пресс-форма это вот, допустим, ручка у меня есть, да? Пресс-форма это некая штука, которая облачает, железная, как правильно, стальная или железная, куда вот заливают определенный материал и появляется вот этот вот материал. Вот там цилиндрическая форма ручка. Антон рассказывает это для аудитории. Я имею в виду, я знаю. Для зрителей, да. Что такое пресс-форма? То есть я знаю, ты знаешь, многие могут не знать, что такое пресс-форма. Давай дальше. Да, окей. То есть они вот ее на одном заводе, она там есть в каком-то определенном, не обязательно в Китае в одном экземпляре, вот она просто там есть. И вот берет Китай завод, который просто знает о том, что этот товар трендовый, и туда зашел друг его, Он берет эту пресс-форму, говорит: дай мне надо отлить, я тебе дам там 10 центиков там, или дам там $300 за то, что я ее 2 недели поиспользую. Он ставит себе ее в станок и начинает лить. Он просто тратит на материал, у него уже ресурсы есть определенные, людские, все, завод у него все есть. И он просто начинает влетать на этот же Amazon, только у него себестоимость становится копеечная, поскольку он потратился на материал, люди у него есть, расскажи разницу, да? Здесь как бы важно понять разницу, да, что у вас себестоимость может быть $7,
вам продают, да, за $7. А когда это делать вот через вот такую пресс-форму и работать, да, у вас себестоимость может сократиться до там, 5 центов. То есть вот такой вот див. С $7 до 5 центов. Да, я Вова расскажу может простой рассказать, случай. как. Да, я расскажу простой случай. Я думаю, знаете, кейс Pigeon непосредственно Cell Phone Accessories делают. Вот их кейс себестоимости в Японии стоит порядка 25 центов. То есть они, если вы придете просто в Китай, захотите купить кейс, он будет стоить $1,5, а они себе льют его за 25 центов. То есть они делают эту пресс-форму, и у них чистая себестоимость производства вот этого кейса, который за $15, они продают 25 центов. То есть китаец, продавая вам, то есть китайцу отлить, я знаю, Продавая вам за $1,5, зарабатывает на вас офигеть какую сумму просто 7 раз. продаж. Да, да. Это я посчитал 25 центов чистая, то есть это снос пресс-формы, станок, материал, человека часов. Ну, просто пресс-форма отливает, там, не знаю, 100 единиц в час, то есть она в месяц может 50 тысяч отлить. Я был на таких заводах, которые приходят, например, там, к Xiaomi, например, и они заказывают 30 одинаковых пресс-форм просто одного и того же изделия. Почему такая особенность? Они просто, им нужно произвести там 3 миллиона экземпляров или 5 миллионов экземпляров. Эта пресс-форма не может выполнить такой объем. Они делают их 30 для того, чтобы выполнить этот объем на запуск какого-то телефона. И вот китайцы, ну, у них стоит пресс-форма, они выставляют этот продукт на Alibaba, и как бы ему ничего не стоит поставить эту пресс-форму, влить туда материал и вам продать. То есть он же зарабатывает на этом, и зарабатывает он знает. Колоссальные деньги. Хорошо. А потом, зная эту информацию о том, что вы продаете на Амазоне, он вас же может легко найти, он же видит примерно бренд, как упаковка, все очень легко. Не обязательно это делает он просто сливает какому-то своему дружбану, и дружбан залетает, и вот по 20 центов залетает. Залетает на ваш листинг, клеится, забирает у вас байбокс, и вы, собственно... Ну, это как столон, да, но он может также залететь вот просто сбоку, знаете, то есть вы об этом и знать не будете, что это был забор. У него таких случаев просто много. Можно я дополню? То есть, понимая вот такую вот разницу в себестоимости, да, и понимая, как ее сэкономить, Вова здесь не рассказал, да, вы когда идете к китайцам, вы не понимаете, ну, что вам нужна эта пресс-форма. Стоимость пресс-формы может быть от $5000, да, там, до $150 тысяч. Это большие инвестиции в начале. Да, если мы говорим, сколько стоит запуск PL, да, то одна пресс-форма может стоить вот столько. Если вы четко понимаете, да, что это ваш бренд, вы туда будете идти, вы можете проинвестировать эти деньги и значительно сэкономить на этой всей истории. Почему? Потому что не китайцы вам будут за то, что они проинвестировали в эту пресс-форму, чаржить дополнительные деньги, а у вас есть эта пресс-форма с вашим логотипом, да, в ней. Никто другой ее использовать не может. Вы купили ее, она стоит у китайцев, и вы платите, это factory называются, за рабочую силу в Китае. То есть за материал и за рабочую силу. И тем самым вы снижаете в разы себестоимость, да, вашего товара. И заходя на рынок, я понимаю, что если у меня там, допустим, $7, а моя, ну, мне продают по $7, а реальная как бы себестоимость с учетом этой пресс-формы $1, то $6 с юнита я могу залить в рекламу, я могу залить в маркетинг. Да? $6 это $6 за клик, это мы недавно анализировали, $6 за клик в рекламе, это БАДы для людей как раз, вот самые, одни из самых дорогих ниш, это дофига. Да. Ну, особенно если в аксессуарах для телефонов. Это просто бешеные деньги. То есть и у него есть конкурентное и стратегическое преимущество, где он понимает, что он еще работает даже выше, как бы ниже брейк-ивена своего, а вы уже ниже опустить ни цену не можете, ни влить такие деньги в этот. Вот так они туда залетают. Да? У них есть нетворк, так как это Китай, да? Есть пресс-формы, которые универсальные, да, и как говорит Вова, да, они делают для всех. Там, да, а молд этот, как бы саму темку, да, товара пишут там только на коробке, условно. И вот таким образом заходят китайцы. Есть еще один, как румор, наверное, да, у нас нет этой информации подтвержденной, да, но могут быть соседние бизнесы, да, которые делают перестановку денег, обеляют условно как бы миллионы китайские, просто продавая этот продукт и выводя себе на компанию в UK, знаем, да. US. Это абсолютно... Это же Аль Капоне придумал этот money laundering, да, то есть он придумал прачечные,
А через Amazon это давно известная тема, как отмываются деньги, полученные преступным путем, абсолютно прям красиво. Преступным, неприступным. Там даже просто им с Китая нельзя их вывести, да, то есть у них есть, то есть им закрывают, да, там USDT, и им, ну, сложно. А у них очень много денег. Ну, то есть если вы приедете в Лондон, допустим, или в Майами, или в Штаты, кто самые дорогие бутики на дорогих тачках ездят, это вот, ну, китайские ребята, да. И им, чтобы здесь это все покупать, да, им нужно как-то это вывести. Так у них есть одна компания, которая условно в ноль или даже в небольшой минус. Да? У вас профитность должна быть 20-30% бизнеса, а им окей, если она в минус 3 работает. Это означает, что как бы, по кругу как бы у них будет 3% на отмывание денег идти. Ну, это нормальные, ну, белые деньги, да, там средний там, чек это 5%, да, там, вот. Это та выгода. За 3% это любому скажи, это тебе скажут, нифига себе, да, я первый. Да, да. И получается, у вас есть два бизнеса. Один основной, да, тот, который имеет там, допустим, миллиард, да, и куча мелких PL. И если, не дай бог, эти ребята заходят в твою нишу, то ну как ты можешь в отрицательную экономику работать, да? Ты тогда с ними должен конкурировать уже не ценой, ничем, да, ты должен выстроить бренд. Вот как раз в этом у меня был следующий вопрос. Ну, то есть китайцы, понятно, что они могут убить любого конкурента своей ценой. Понятно, что если в нише Amazon, моя любимая тема БАДов, 60% продаж в нише БАДов для людей имеет Amazon. 60%. То есть там остается биться за эти 40%, и там смертоубийство. Именно поэтому $6 там за клик. Суть в другом. А как тогда, вот по вашему мнению, есть смысл запускать товары тогда, когда есть и китайцы, и Amazon? Искать какие-то суперновые ниши и их менять каждые полгода? Или какой ваш... Первое, да. Если вы видите такие ниши, где есть уже Amazon, я бы туда не заходил. Ну, то есть зачем вам бороться с Амазоном, который и с китайцами? Это двойное смертоубийство. Одновременно. То есть... Если вы только не мазохист. С китайцами можно много бороться. Денег, которые вы не считаете. Вам без разницы сколько. Да, то есть мы сейчас не будем говорить про построение бренда. Ну да, по-любому, если вы можете строить бренд и реально отличаться качественным, ну не в смысле просто качественным продуктом, что у вас материал, а именно концептуально другим продуктом, который невозможно так просто повторить, и он будет в рынке, и китайцу его так тяжело будет воспроизвести, то есть это то, что отличает бренд, да, непосредственно, то да, у вас будет неоспоримое преимущество. Но при этом я думал бы о том, а какая вероятность продажи этого товара китайцам. И вы можете создавать товары, которые воспроизвести в Китае, например, не так уж и просто. Либо вкладывать свое интеллектуальное знание в том, как их производить и как их рождать, да, чтобы, китаец, он как бы прямолинейен, вы поняли? То есть он очень прост. Вот видит свет и идет туда. То есть, и вот как бы он увидел свет и погнал туда. А если сделать так, у меня такие случаи, когда, например, в Украине производить товар намного дешевле, чем в Китае, по ряду причин. То есть потому что оплата труда ниже, сырье дешевле, электричество дешевле, предприятие ты можешь создать там образно в гараже. Тебе надо там 3 человека, и ты можешь выводить определенную мощность, которая дает определенный объем. Плюс уже есть предприятия, которые вы в своих государствах можете использовать, они уже что-то делают, но там надо смотреть, насколько это, опять же, какая страна, какие налоги, какие там оплата труда. То есть мы говорим о том, что это возможно, да, и есть продукты, в которые китайцы не могут зайти. Там деревянные всякие, например, мы не говорим с элитного какого-то дерева, а обычного, там, не знаю, фанера какая-нибудь, отлит пластика, например, производство в Украине тоже будет дешевле. Но опять же, не разные. Почему? Да электричество просто дешевле, у тебя оплата труда дешевле, у тебя материалы по таким же ценам, потому что они покупают их в тех же местах. Ты можешь в Китай привезти этот материал с Китая. Нет проблем. Скажи мне, а правильный ли тезис в таком случае, что PL 2024 года это не про инвестиции в товар через Alibaba, а это про инвестиции в товар с производителем. То есть, как вот ты говоришь, можно найти завод, который будет для тебя производить, или ты сам уже есть
этот завод, который ты можешь производить. Ну, типа, гараж, это уже тоже может быть и с 3 людьми. Ты можешь развивать, конечно, бизнес, да, и как бы, ну, просто Alibaba это такой... То есть, вы понимаете, в чем проблема? Вот если даже я посмотрю на Alibaba, у меня есть знания, которые отсеют этот алибабашный товар, зная вот эту всю подноготную. То есть мы можем найти товар на Alibaba, если у вас есть знания, как это правильно все просчитывать и закладывать, и понимать, куда заходить, не ходить, нет проблемы в Alibaba, то есть вы можете зайти и там строить бренд. Вопрос в том, что как на дистанции вот отстраиваться. Я говорю сейчас про большую дистанцию, там год, 2, 3, 5 лет, как отстраиваться и за счет чего. Потому что любой даже электронный девайс... Мне кажется, невозможно, ну, прям вот супер так. Да, потому что это все... уже китайцы уже все спалили, они уже все знают, а вы там особо не строитесь. Даже, например, я расскажу случай. Да, вот мы рассматривали электронный девайс, который электроника, внутри микросхема, она реагирует на определенные положения. То есть сложный девайс, он состоит там из 4-5 пресс-форм, плюс электроника, надо создать эту микросхему с нуля, произвести ее, потом создать производство, что это, ну, то есть, если вы, ну, там в 2 раза была цена ниже. То есть, мы вот запилить эти пресс-формы и создать эту микросхему, даже 2 завода подружить вместе, одни льют пластик, другие создают микросхемы, потом это все собирается, получается, упаковывается готовый продукт, ну, цена X2 при объеме, там, $7 или $3. Можешь ну, рассказать сложность продукта? Вы же его не запускали, я думаю. Да, сложность продукта, но это санитайзер для соски. Санитайзер, он вот так складывается, короче, он создается. В чем суть? Он, получается, складывается в очень маленькую девайс. Он, ну, не толще Алекса. А когда ты его раскладываешь, то он становится очень большим, и ты туда много всякого можешь напихать. Так вот эта микросхема ультрафиолета плюс положение, плюс складывание, раскладывание, создать вот даже вот эту гармошку, сложить и разложить, это большой интеллектуальный труд. Ни один китаец с этим заморачиваться не будет. Это самоубийство просто, напилить эту, ну то есть представляете, он должен напилить себе пресс-формы и заходить как PL-щик, и на Alibaba не факт, что будет спрос под эту тему. А еще вероятность того, что он зафакапит, очень высокая, потому что это сложная инженерная конструкция. И вот если сложить просто весь пластик по себестоимости, работу ассамблинга, которую они складывают, и микросхема, которая стоит там $1 из серии, ей надо просто заказать 5000. Нет проблемы 5000, если у вас тираж, да, определенный. Все, оно получается там $3-4, а на Alibaba там 7-10. И это не такой девайс, то есть он похожий, он другой, но у него нет этой функции, например. И если мы говорим о долго, и вы потестили нишу, например, и реально приносите революционное решение, которое решает определенную проблему, то есть именно PL на этом строится, то вы создаете девайс, который не вот эта вся машина ты с собой носишь, а ты дамскую сумочку ее положил, и у вас есть рынок, который это потребляет, ну, такой девайс будет пользоваться спросом, и ни один китаец вас не победит. Ну, вот я хотел как раз сказать, что технологически нужно подходить к китайцам, потому что их машины по-прежнему хуже Мерседесов. Поэтому они, сколько бы лет они не пытались сделать, они не могут сделать Mercedes. Ну, то есть они уже делают большие шаги, но это как бы не то, да, то есть они покупают специалистов. Скорее. Они покупают компании. Они покупают компании, да. Ламборгини, они ж владеют. Да, но сами, то есть они покупают какой-то архитектурный продукт, вот, они, наверное, не могут в силу своего, ну, менталитета, наверное, своих каких-то национальных... Ну, дальше это можно патентировать, да, то есть, и даже если кто-то может повторить, то у вас есть уже патент на эту всю историю, то, что Вова рассказал, как бы защищается просто патентом, и пока там патент-пендинг может быть... И Amazon как бы на стороне патентов, поэтому никто не будет в эту сторону лезть. Да, ну, классно, и здесь вот... Я бы сказал, это когда запуск, да, а вот интересный вопрос, а что делать, если вы уже в этой нише, да, вы уже запустились, вы уже там 8 лет продаете, и как бы сейчас залетают китайцы и начинают демпинговать, да, вот они что же это могут сделать? Они увидели, что уже есть это. И здесь важно с ними бороться. Ну, мы видим, да, мы работаем с некоторыми китайскими заводами, да, они услуги у нас покупают по рекламе. Они не умеют, то есть они умеют как бы серыми методами много чего делать, но качественно как бы делать рекламу они не получается, да. И если ваши структуры, да, помогают точечно сжимать рекламу,
да, то есть, и вы там можете играться ценой, допустим. То есть китаец заходит, да, вот пример, и демпингует цену. Ваш товар стоит там $15, да, Китай его продает по 9,99. Да, понятное дело, ну и там объемы уже большие, да, идут. Вы вначале сжимаете цену до 9,99, да, делаете правильную как бы вашу структуру рекламную, и на этой структуре вы можете, подняв цену, да, продавая больше с рекламы, тестировать, как бы, если вы подняли цену до тех же 15, у вас маржиналки остается больше, и вы за счет этих денег, да, на большом обороте, на большом объеме больше чуть инвестируете в рекламу, и вы находите этот баланс между мне ценой только играться, либо я могу еще рекламой. То есть с ценой, когда вы играетесь, у вас нет возможности заработать, да, вы можете 300 тысяч долларов в месяц тратить, ну, вернее, revenue делать, но заработок будет там 10 тысяч долларов или 5, да, то есть это 1%. Ну, ради такого бизнес делать на больших оборотах не имеет смысла. Это пример выжигания ниши. Что вы можете сделать? Да, вы можете попытаться поиграть с ними рекламой и победить их на рекламном поле. У нас получалось так делать, да. Мы в итоге, я покажу чуть позже кейс, да, там мы в итоге сделали следующее. Вместо там 4 тысяч долларов, да, мы подняли цену с 10 до 13, и китаец вынужден был продавать тоже по 12,99. Ну, как вынужден? Он мог продавать и по 9,99, но он видел, что объем он отобрать не может. Зачем ему продавать меньше? Ну, дешевле, да? И я думаю, что можно было бы написать этому китайцу, сказать, что он теперь должен денег и нам, потому что он заработал в итоге больше, да? Ну, то есть обратно вы заставляете китайца, да, то есть он понимает, что он с вами, ну, должен бороться, он не может, кроме как понижения цены. В данном случае это было не лаундри, он не мог ее опустить вообще в сильный минус, да, и он решил продавать по там той же цене. И сейчас как бы мы еще продолжаем бороться, да, там он бывает опускает цену, он делает какие-то свои вкиды и проваливает BSR, но при этом получается держать нормальный профит, да, там, вот. Тут основная суть в том, что получается мы за счет объема, который мы генерим с помощью рекламы, нам это дает возможность поднимать цену. И мы, поднимая ценой, зарабатываем больше по сравнению с теми годами или месяцами, когда человек вообще по 15 продавал. То есть сейчас это недостижимо. 9 и 15 – это две большие разницы. Вот, это вот кейс, да. Определенный профит. Видно мой экран? Да. Да, то есть мы стартовали вот здесь, да, то есть когда, ну, там, отрицательный, да, был профит, прайс был 9,80, да, reduced, статистика, ну, BSR в 2 раза меньше, да, и профит был там 2300-2700 в день, да. Далее наша задача была в начале, да, увеличить рекламу. Здесь мы, это ноябрь, ну, то есть ноябрь, здесь мы повышаем цену и параллельно как бы повышаем количество рекламы, да, то есть реклама здесь растет. Достигаем вот это 21, да, там число, за неделю до Black Friday и Cyber Monday, вот это понедельник этого, мы достигли максимального пика, обрезаем рекламу на $1000 в день, то есть если видите, да, здесь потолок 2000, да, то есть вот здесь она где-то половинка, это $2000 в день, и выходим на профит. Вот если в октябре, да, у нас был профит там $4000, да, то в ноябре мы сделали чуть-чуть меньше, чем вот 70, да, то есть, а в декабре мы в итоге как бы сделали 50, рекорд и сделали... Там да, здесь там где-то 40 50. копейками. Причем рекламу, вы видите, мы на рекламу потратили меньше, продали где-то в 1,5 раза больше товара, да, тут где-то у нас товара 30 тысяч, 28, по-моему, было, а здесь 40 тысяч, 48. То есть на 20 тысяч товара продали, при этом рекламу
мы урезали в тот сезон, когда она была уже не нужна, да, мы дошли до того момента, когда мы заняли те позиции, да, и дальше нам нужно ее снизить, поддерживая себя на плаву, да, там по $1000 в день, и максимизировать профит. И вот в этих 2 месяцах и мы, и он заработали нормально, да, то есть подняв цену до тех позиций, которые... Важный момент еще, да, добавлю, что смотрите, по сравнению с прошлым декабрем объем значительно вырос, то есть там продавалось одно значение, а тут больше, а столбики примерно одинаковые. То есть если бы мы потратили в 2 раза меньше, этого объема и профита уже было недостижимо, потому что если вы посмотрите с декабря по август, и вот только в сентябре, когда только увеличился объем рекламы, тогда уже пошел определенный эффект, но профит пошел не сразу. То есть в этой нише как бы реклама, она не являлась средством. То есть мы использовали этот инструмент не как средство роста, а как средство обеспечения ценовой политики, которая... Это был основной bottleneck, потому что продавая по 9, зарабатывал там клиентам 5000. То есть revenue 400 тысяч и 5000 зарабатывают. Ну, как бы выглядит слабенько. А если просто уже от рекламы, то нету аргумента против 9,99, как и за счет чего мы будем держать большой объем. То есть я правильно понимаю, что вся стратегия, о которой вы говорите, это исключительно увеличение общего количества продаж и заработок не на единицы, а на объеме единиц? Ну, то есть не... В этом случае, да. В этом случае это ключевое. Объем позволяет держать позицию и зарабатывать за счет объема больше, чем ROI на одну единичку. Это случай с бестселлером, да, то есть у нас как раз был бестселлер, а у конкурента было 2 место. И нам нужно было не потерять бестселлер, и а там не объемом его нельзя потерять. Да. Можно как бы рассмотреть другую стратегию, работать в профитность, да, но с меньшим объемом, да, и там как бы себе занимать. Но как бы у клиента уже заказаны стоки на бестселлера, да, и на определенные обороты. Заказаны стоки на бестселлера, это прям звучит круто. Желаю всем заказывать стоки на бестселлера, чтобы вы понимали, чтобы у вас были такие планы именно по продажам. У нас, как у бухгалтерской компании, есть несколько бестселлеров в любимых нами нишах. Вот, мы иногда на них смотрим, но там команды... это возвращаясь к тому, насколько серьезно люди подходят, да, то есть там команда 50 плюс человек для того, чтобы быть бестселлером в таких очень вкусных нишах, где обороты, не просто люди думают, с каким бюджетом запускаться, 20 или 40 тысяч, они думают запускаться с 200 тысяч или с 2 миллионами запускаться, потому что цели у них немножко совершенно другие, да, для того, чтобы быть бестселлером в любимых БАДах, нужно иметь большую команду, иметь большую квалификацию, и не нужно туда заходить. Я сейчас попробую запустить бизнес на Amazon, мне сказали, что это круто. То есть, это тот подход. Так точно не нужно. Так точно. Но я здесь еще скажу по поводу большая команда, да. Мы больше специализируемся за высокоэффективную команду. То есть мы приверженцы нанимать самых дорогих и самых качественных людей. Очень сложно отделить дорогих просто от и дорогих, и качественных. И задача, мне кажется, каждого фаундера отделить дорогих и качественных от просто дорогих. Я понимаю, что с большой командой джуниоров, вы ничего не сделаете, да? Наоборот. Согласен. Наоборот, будет очень сложно, потому что вы будете менеджить эту всю команду, и ваш административный ресурс будет направлен на то, чтобы друг дружку подружить. Вот конкретно этот бренд, да, там команда в 5 человек. Он запускался раньше, да, там все, но он настолько как бы это все отстроил, да, что у него кто-то отвечает за сток, дизайн там уже как бы сделан, да, и есть команда там на аутсорсе по рекламе, да, вот и все. И он дальше как бы, планирует этот сток правильно, да, то есть есть китайцы, с которыми уже есть договора, да, работает. В других нишах бывает прям обратная ситуация. То есть мой консерн, что большая команда – это не залог качественного бренда. Согласен.
Спасибо большое за то, что вы пришли. Мне было очень интересно. Расскажите немножко, что вы вообще делаете, какую услугу вы можете предложить нашим клиентам, нашим зрителям, и что вы можете сделать бесплатно для того, чтобы могли люди протестировать вашу компетенцию. Хотя, мне кажется, вопросов в компетенции уже не стоит, потому что вы показали много знаний, много глубоких знаний в рамках сегодняшнего подкаста. Первое, да, мы сделали софт для себя и своей команды, который позволяет качественнее работать с рекламой и тратить на это меньше ресурсов. Да, то есть мы ценим те дорогие ресурсы, которые есть у нас, да, и мы их стараемся очень эффективно использовать. Об этом софте может, наверное, Вова рассказать чуть-чуть глубже, да. Но если вам нужен софт, можно зайти на сайт. Да, я сейчас, с вашего позволения, да, там тоже покажу, куда зайти. То есть заходите на MS Pilot, да, sign up for free, регистрируетесь. Здесь есть видео, да, видеоинструкции. Есть еще возможность, там, если что-то непонятно, заказать звоночек, и Вова расскажет, либо скинет инструкцию, да, там, по-моему, Вов, если мы сайнапимся, да, по фри, там есть 4 урока. Есть, да, 4 урока, там, где обучение есть, оно очень простое и быстрое, там, пока вы подключаете аккаунт и дата тянется, у вас есть как раз время это посмотреть за 20 минут, и все готово. То есть там все это продумано. Да, то есть есть такой бонус. Есть также бонус, это 5 моих часов и Вованых часов консультаций. То есть мы разыгрываем по 1 часу консультации. Опишите, пожалуйста, какой у вас кейс, какой вопрос. Мы, к сожалению, это будем делать на той конкурентной основе, да, если мы в этой ситуации еще не разбирались, нам интересно команде закинуть такую челленджевую задачку, да, и можем взять это, да, как консультацию и помочь вам ответить на какой-то сложный вопрос. Обычно к нам приходят с какими-то такими нетривиальными задачами и говорят, вот сделайте результат, да, потом будем говорить по расширению сотрудничества. И, как назло, мы делаем результат, и дальше приходится говорить о расширении сотрудничества. Вот. Назло, да. И 2 аудита дадим бесплатно. То есть обычно аудит стоит $500. Это 40 страниц выжимки. То есть я сейчас, с вашего позволения, еще буквально секундочку покажу, как он выглядит, просто чтобы было... Аудит, ты имеешь в виду рекламной кампании? Нет, вот он как раз аудит бизнеса, да, это не просто аудит компании, да, а мы на этом аудите показываем, каким образом мы можем сделать вам причинить пользу. То есть это примерно 40 страниц такого, 37 страниц. Аудит устоявшегося бренда, он приходит к нам с какой-то целью. Обычно это либо увеличить маржинальность, либо улучшить рэнкинг, да, там у него была ситуация, что нужно было опустить с 50-й позиции в категории до 7-й, она уже там была, да, и есть 2 товара. Что мы делаем, да, то есть мы записываем эту цель, просчитываем юнит-экономику, смотрим, какая там маржинальность, анализируем рекламу, то есть очень глубокий идет анализ, там порядка 1000 компаний было, да, то есть вот мы в этих компаниях нашли, что мы можем сэкономить в месяц человеку $3500. Первое, $1370 – это Search Term оптимизация. С помощью нашего софта мы быстренько просмотрели, что это 1300 в месяц, 76% бюджета. Второе, мы нашли, что конверсия средняя у нее 14%, а были такие компании, которые можно расширить, которые работают по 22%. Средняя конверсия 16 дает вам плюс $1200 в месяц дополнительных денег, и вы их можете либо реинвестировать, либо далее использовать как профит. И $900 – это если понизить окосы и обрезать то, что работает выше значительно брейк-ивена, да, там это еще $900 в месяц или 8% бюджета. То есть если все сложить, то получится
сколько, 2-3,5 где-то куска в месяц, которые которые окупают и наши услуги, еще дают клиенту заработать, и, соответственно, он видит здесь для себя value. Далее мы анализируем листинг. То есть я правильно понимаю, это для тех, кто уже давно продает, у вас есть такая услуга по анализу эффективности и поиску решений, сделать все лучше и выгоднее, да? Да, здесь вот вы видите 17 тысяч отзывов, то есть клиент давно продает вот такие товары, мы можем его использовать, клиент разрешил, да, показывать как кейс. Делаем аналитику, смотрим, что здесь нужно улучшить. В данном случае мы не сильно много нашли в начале, да, чего стоит улучшить, мы потом это доделывали. И мы прописываем стратегию вот о том, о чем я говорил. То есть мы показываем, что в начале он продает 2160 штучек, да, с профитом 4150, да, это точка А. После первого месяца оптимизации один из товаров, да, там мы продаем 2100, но уже зарабатываем 5200. Да, то есть вот та половинка бюджета, о которой я говорил, мы ее сразу как бы себе взяли. И далее агрессивный рост, так как помним, что у клиента цель стать 7-м в категории из 50. И мы этот агрессивный рост сопровождаем с непотерей профита, потому что вот здесь, продавая 3500 pieces, мы рекламой можем это все забрать, но нам нужно продавать и хотя бы в таком же уровне удерживать профит. Мы сделали 5800 здесь планового профита, но при этом распределение 2100 advertisement sales и 1400 органических sales. На четвертый месяц мы еще увеличили на 1500, продаем вместо 3,5 5000 pieces, и уже профит увеличился в 2 раза. За счет чего? За счет того, что сюда добавили 600 органических продаж, да, и это дало собственно, этот профит. Шестой месяц 7000, то есть через 2 месяца мы увеличили еще на 2, да. И здесь окно атрибуции, то есть у нас 800 в органику, да, там уже перешло из предыдущих наших действий, да, и 4200 в рекламу. $21 тысяча рекламного бюджета на это и $11 600 чистый профит. Это в 3 раза больше, чем то, с чем пришел клиент. И на 8-й месяц мы делаем оптимизацию, то есть мы уже 7-8 месяц ничего не растим, у нас 7 тысяч как было, так и есть. У нас было, как вы помните, $21 тысяча на рекламу, мы урезали ее на 6 примерно, да, то есть и органика подтянулась с 2800 до 3800, да, и 300 осталось рекламы. И у клиента получается $17 тысяч чистой прибыли при 7 тысячах sales. Вот такой вот прогноз и аналитику мы можем сделать. Офигенно. А это работает для только опытных продавцов или это работает в том числе и для новых товаров? У меня есть идея. Я хочу запустить БАДы. Вы можете сделать такой анализ для того, чтобы... Можем. Условно, БАДы – это плохое слово, никому туда не рекомендую. Но, в принципе, просто как для примера. Да, у нас есть аудит, то есть по запуску продукта, да. То есть я сейчас тоже покажу. Он очень похож на то, что есть... то, что я показал здесь, да, только у нас он отличается, что нет аналитики рынка, вернее, аналитики рекламного кабинета, да. Ну, разумеется, его нету, потому что... Да, потому что его по-простому, да, нет. Но есть маркетинг-анализ, есть, то есть есть цель, да, клиента, там... легкий лонч, да, цель $20 тысяч в месяц через 12 месяцев, $100 тысяч профит в месяц. И основываясь как бы на этом, мы делаем conclusion. Вот такой, да, то есть буквально в 4-7 абзацах достижимо-недостижимо, стоит ли вам сливать деньги, морозить здесь, как мы уже определили, 30 тысяч или 100 тысяч долларов, да, в зависимости от маркетплейса. Такой аудит тоже стоит $500, но и плюс, да, если у вас нет понимания cost per клика и конверсии, и у нас в этой нише нет этого понимания, и мы, допустим, не доверяем бренд-аналитике, потому что она может ошибаться в разы, мы можем пойти, понять, да, кого нам нужно вскрыть. Там, допустим, мы хотим быть такими, как этот человек. Увидели, что он запустился, и повторить его путь успеха. Мы смотрим, вскрываем, какая у него конверсия, куда он тратит, да, и делаем эту аналитику. То есть мы смотрим,
сколько ревью нужно иметь, да, сколько на это как бы потом можно просчитать, запуститься, да, какие search-термы здесь есть, какая seasonality, да, то есть какие компетиторы. И дальше юнит-экономика. Да, вот юнит-экономика, она показывает вам первый месяц, второй месяц, да, там третий месяц, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Целая полноценная стратегия развития, да, то есть вы можете таким образом, проанализировав товар или нишу, вы можете сказать, что вам нужна вот такая стратегия развития, вам нужно столько-то денег, вам нужны такие-то действия для того, чтобы совершить, добиться той цели, которую вы перед собой ставите. Правильно? Да, да. И когда к нам приходят люди, у нас, наверное, 50% отказов, в плане отказов, мы честно показываем, куда можно дойти. И у людей опускаются розовые очки. Да. Если они еще не зашли, то у них есть шанс как бы не потерять бабки. Не зайти, да. Да. Есть шанс не заходить. В эту нишу не заходить, да, то есть не вообще, да, а в эту нишу конкретную, потому что они свой термостат не рассчитали. А есть люди, которые уже зашли, понимают, да, или осознают, а им вообще стоит там барахтаться, да, или, может быть, как бы зафиксировать убытки и что-то другое запустить, да. И я считаю, что это честно, то есть мы на запуске по факту, как бы делаем себе небольшую такую медвежью услугу, да, потому что отговариваем клиентов заплатить нам деньги, чтобы лучше тратить потом... Лучше потерять какую-то там 1000, 2, 5 на запуске, чем 50-100 в процессе. Конечно, конечно. И понимая это, вначале мы показываем вот реальность, да, пессимизированную. Это такой пессимистично-реалистичный прогноз, да. А обычно клиент приходит воодушевлен, у него оптимистичный прогноз. Да, и плюс он еще не понимает, какие подводные, да, там камни. Тут я могу добавить, почему и как это работает. Этот аудит делает PPC-специалист непосредственно, и у него нет задачи там что-то приукрасить. Да, его задача, наоборот, показать реальность. И более того, он же потом к нему этот товар может зайти, и то, что он расписал, надо делать. И, соответственно, идти по этому плану. А если что-то не учтено, то это проблема. То есть его в интересах учесть максимально все и рассказать все, что он может знать, да, о том, чтобы это случилось. И сказать вот эти цифры реализуемые, и потом к ним прийти. Потому что если просто нарисовать себе замок, то как бы там начнутся проблемы. То есть, и поэтому тут как бы есть вот этот арбитр, да, скажем так, который заинтересован... В виде KPI, которые будут потом взяты из этой стратегии и разбиты на каждый месяц, и к ним, вот то, что я говорил, нужно как бы каждый месяц приходить. Да, и поэтому здесь нету как бы заувалированности в том плане, что есть реально, видишь в чате, классный продукт, все полно, человек смотрит, да, быстро делает, он в чате уже пишет, говорит, да, вот это классно, тут можно сделать результат, вижу много точек. А бывает такого нет, тут по тем или иным причинам проблема. И это хорошо, на самом деле, вы приходите, и вам не нужно потратить 5 месяцев, кучу денег на то, чтобы понять, а возможно или нет. Да, безусловно, есть определенная вероятность погрешности, но эту вероятность мы тоже закладываем. То есть мы учитываем, что может эта вероятность сработать в нашу сторону, либо наоборот против нас. Мы это говорим, мы не знаем, конечно, сработает она или нет, но если это знать об этом, то ей можно хотя бы противодействовать, либо учесть, что эта вероятность очень большая, я ее не потяну, купировать я не смогу, и в этом нет смысла. Вот как-то так это работает. Спасибо, ребят, большое. Мне было очень интересно. Это, я думаю, что было всем очень... Мне было, по крайней мере, очень полезно. Надеюсь, и зрителям будет полезно. Поэтому на этом мы останавливаем нашу запись. Хотите получить подарок от команды AMS Pilot? Оставьте комментарий под этим видео на YouTube и поделитесь своим мнением про Amazon Business. Нужно ли заходить на Amazon сейчас или момент упущен? Объясните почему. За любой осмысленный комментарий вы получите таблицу расчета ROI с видеообъяснением и доступ к AMS Pilot PPC Software. А те, кто расскажет про свои неудачи или успех на Amazon, сможет получить бесплатный аудит товара или личную консультацию с экспертом.